Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Так, продолжаем нашу работу над худи. В первой части мы остановились на том, что мы связали полочку и спинку и даже соединили уже плечевые швы. Сейчас нам надо связать рукава, потом мы свяжем капюшон и, кто хочет, по желанию, карман, кенгуру так называемый, да? Вот один рукавчик я уже связала, чтобы вам было наглядно видно, что мы будем делать, да? Вот такой вот рукав. Я сейчас расскажу, как мы будем это вязать. Единственное, что мне показалось, что здесь мы вяжем как бы сверху, то есть снизу вверх, и вот полоски, значит, полоска начинается с ажура, скажем, каждый цвет, и потом ряды просто однотонные. И я думаю, что как бы рукав мы вяжем наоборот сверху вниз, что немножко поменять местами. Сначала делать лицевые, а потом только узоры. Вот я это попыталась сделать, но, во-первых, это зрительно почти ничего не видно, а во-вторых, у меня вот, видишь, получилось, эти полоски ажурные, они как бы посередине цвета. Вот, поэтому вы, пожалуйста, на это не обращайте внимания. Кто хочет, может сделать так же, как я, а кто нет, просто продолжайте делать, как мы делали узором. Единственное, что здесь вот в начале ряда надо будет вязать сначала один лицевой, и потом по изнанке, и по изнанке вам придется сразу делать узором. А я этого сделала сначала два ряда, а потом начинала вот эти вот по две вместе вязать. Ну, смотрите сами, да. Я буду вам рассказывать, как делала я, а вы посмотрите, или делайте вместе со мной, или делайте так же, как вы вязали перед и спинку. Вот это именно порядок вот этих рядов вывязывания по две вместе и лицевые. Значит так, теперь, так как я уже знаю, сколько мне петель надо, я набрала первый рукав, я уже знаю, и поэтому вы, когда будете делать первый рукав, обязательно записывайте, да? У меня получилось 64 петли. Значит, как мы это будем делать? Мы берем, естественно, нашу ниточку и начинаем это надо делать по лицевой стороне. Значит, вот я беру свою пройму, ищем, где у нас я начинала с зеленых полос. Вот она, моя пройма. Вот она здесь и здесь. И, значит, мы будем делать так. Вот мы начинаем. И в каждую кромочную здесь вот я возьму одну петельку в белый ряд. Значит, и в каждую кромочную я вот так вот завожу и вытаскиваю петли. Если вам неудобно спицы, вы можете делать это крючком. Вот следующая зеленая. 2, 3, 4, 5 и так дальше до конца нашей проймы. Рукава мы будем вязать тоже поворотным вязанием, поэтому вот просто сейчас набирайте свое необходимое количество петель. Я тоже буду набирать, и мне важно, чтобы у меня было тоже количество петель, что и по первому рукаву. Вот я набрала первый ряд по лицу. Теперь мы с вами разворачиваемся, и второй ряд я вяжу все петли изнаночными. Из первых петель мы делаем кромочные, да? Значит, сейчас провяжите второй ряд все изнаночные. Ну, вот второй ряд я провязала. У меня получилось как бы первый лицевой, второй изнаночный. Вот у меня сейчас такой порядок моего раппорта. Значит, в первом ряду лицевые, второй изнаночный, в третьем опять лицевые, в четвертом мы вяжем по 2 вместе, обвязывая спицу. Вы помните, да, по 2 вместе. В пятом ряду мы вяжем лицевые, но возвращаем наше количество петель обратно, да, и в шестом ряду это у нас изнаночный. Вот я буду сейчас вязать в таком порядке. Немножко я поменяла порядок, так же, как я вам говорила. Теперь дальше. Значит, нам понадобятся маркеры, 6 маркеров. Я возьму 6 маркеров. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Значит, для чего они нам нужны? Я вам сейчас объясню. Вот я когда вязала вот этот рукав, первый рукав мой, да, вот здесь, вот видите, я, получается, как бы, я вязала поворотным вязанием, чтобы вот здесь вот немножко как бы получился полукруг рукава. Поэтому вот здесь мы сделаем 6 рядов поворотным вязанием, немножко не довязывая каждый раз до конца поля. Сейчас вам объясню, будет все понятно. Значит, мы добавляли на рукаве, если вы помните, всего по 4 петли, да, с каждой стороны. То есть сокращали мы здесь по пройме всего 4 петли с каждой стороны, по 2 раза по 2, да, помните, вот здесь мы когда вывязывали пройму, мы сокращали 2 раза по 2. Вот эти 4 петли, вот как бы, мы их здесь вот будем обыгрывать в нашем рукаве. Для этого я сказала, что мне упала моя петля, что мне нужно 4 маркера. Как мы будем делать? Вот 3 маркера с одной стороны, 3 маркера с другой. И мы повесим их, кромочную мы не считаем, а потом через каждые 2 петли. Вот, раз, то есть первый маркер мы вешаем 3 петли от начала. Второй маркер 2 петли. И еще один маркер. Еще 2 петли. Значит, у нас должно получиться 4 участка по 2 петли. 2, 2, 2 и 2. Это мы будем знать, что мы вот эти как бы. И то же самое будем делать с другой стороны. Значит, кромочную мы не считаем. Потом 2 петли. Следующим опять 2 петли. И еще раз 2 петли. И вы понимаете, что ну, да, вы помните, да, что количество петель у вас должно было быть четным. И теперь что мы делаем? Мы продолжаем. Это наш 3-й ряд по раппорту вязать. И мы сейчас будем вязать, значит, по рисунку у меня все петли лицевыми. И мы сейчас с вами вяжем. Вот здесь мы просто маркеры в начале ряда. Мы сейчас маркеры, мы их просто переносим. И продолжаем вязать наш 3-й ряд лицевыми до первого маркера, который нам встретится вот с этой стороны. Давайте сейчас вот этот ряд лицевыми мы провяжем. Ну вот этот ряд я заканчиваю, подхожу к первому маркеру, я могу убрать. И теперь мы вот в этом месте должны развернуться. Здесь у меня лицевая петля, я вхожу на ряд ниже в лицевую петлю, ввожу спицу, провязываю петлю и одеваю ее назад. И теперь мы можем спокойно развернуться. Теперь наш 4-й ряд по рисунку. И здесь мы будем делать сейчас по 2 петельки вместе и обворачивать спицу вот двойной такой ниткой, чтобы у нас была длинная петля. Значит, это вы помните, мы по рисунку уже, если весь свитер провязали, то прекрасно помните вот это наше действие. Итак, мы сейчас вяжем 4-й ряд в обратную сторону до маркера, который будет в конце ряда. Да? Первый маркер теперь вот с этой стороны. Давайте провяжем этот ряд до конца. Ну, вот я заканчиваю этот ряд. Если вы правильно посчитали, то у вас тоже должны быть в конце 2 петельки, так как у нас четное количество петель. Вот я его заканчиваю, снимаю маркер, и теперь у нас здесь изнаночная петля. Значит, я ввожу спицу на ряд ниже в изнаночную петлю и провязываю изнаночной и одеваю ее назад на спицу. И теперь мы можем развернуться. Теперь 4-й ряд по рисунку. Я, значит, из одной петли возвращаю свои 2. Итак, мы вяжем. Это уже 5-й ряд у нас получается. Так. Мы вяжем до маркера в конце ряда. Так, 5-й ряд мы заканчиваем. Вот здесь у меня двойная петля,
когда мы разворачивались первый раз, мы ее провязываем как одну лицевой и следующую тоже лицевой. И теперь мы можем развернуться. Опять я ввожу на ряд ниже в лицевую петельку, вытаскиваю и одеваю ее назад на спицу. Теперь мы опять разворачиваемся и вяжем 6-й ряд нашего раппорта первой полосы. Да? Сейчас мы вяжем все изнаночными до опять до маркера, который вот у нас первый встретится, да, в конце ряда. Вот теперь у нас вот этот будет маркер. Сейчас вяжем 6-й ряд просто все изнаночными. Вот 6-й ряд я заканчиваю. Вот это двойная петля, где мы разворачивались в предыдущем ряду. Мы ее провязываем как одну. Последняя лицевая. Теперь мы снимаем маркер и можем здесь развернуться. Опять я ввожу на ряд ниже в изнаночную петельку, провязываю изнаночной и одеваю ее назад на спицу. Поворачиваем наше вязание. И на этом моя первая полоса закончилась, 6 рядов. Теперь я должна взять следующий цвет. У меня следующий цвет, вот я смотрю, как бы вот сверху вниз, после зеленого идет белый. Я беру теперь белый цвет и обязательно сравниваю с моим первым рукавом, чтобы не было разницы. Да? Вы, если вяжете первый рукав, пока это не делайте, зато потом вы это, естественно, будете делать. И начинаю вязать теперь белой полосой. Это первый ряд нового раппорта. Он у меня идет все лицевыми. Вот я начинаю вязать лицевыми петельками. Мы вяжем с вами опять до конца ряда, до следующего маркера. Это у нас остался в лицевом ряду. Вот он у меня последний маркер. Мы сейчас вяжем вот это первый ряд новой полосы лицевыми петлями до маркера в конце ряда. Ну вот я подхожу уже к маркеру. Опять двойная петля, где мы разворачивались, я вяжу как одну. Убираю маркер и ввожу на ряд ниже в лицевую петельку. Вывязываю лицевой и одеваю ее на спицу. Опять мы поворачиваем наше вязание. И теперь это у меня будет второй ряд следующей полосы. Он вяжется все изнаночными. Мы вяжем в обратную сторону все изнаночными петельками. И здесь, да, еще один маркер у нас с этой стороны. Опять мы вяжем до маркера. Значит, это у нас второй ряд нового раппорта. Все вяжем все изнаночными. Второй ряд второй полосы я довязываю опять до маркера. Вот эта двойная петля как одну. Маркер убираем и довязываем уже все до конца ряда. Нет, неправильно сказала. Маркер убираем, и мы еще раз должны развернуться здесь. Опять на ряд ниже в изнаночную. Провожу, привязываю изнаночную, одеваю ее назад, поворачиваемся. И вот теперь мы связали 2 ряда белой ниткой, и нам еще осталось связать 4 ряда, чтобы закончить эту белую полосу. Здесь мы сейчас уже разворачиваться не будем, просто будем вязать поворотным вязанием туда-обратно. Довяжем, вот у меня я довяжу белую полосу и потом свяжу еще серую полосу. Значит, я здесь еще 4 ряда белой и 6 рядов серой. И потом мы с вами встретим. Значит, сейчас мы, когда все развороты сделали, мы сделаем один как бы раппорт тремя, чтобы у нас были три цвета. Зеленый, белый и серый у меня будет. Не знаю, как у вас, да? Вот сейчас я вот эти 3 полосы довяжу, и потом мы с вами встретимся. Ну вот смотрите, я провязала теперь 3 полосы моих, и теперь буду переходить опять на зеленую, белую, серую и так дальше, да? И мы будем сейчас продолжать рукав. Значит, я вам объясню.
это мы вяжем девочки. И поэтому, если кто не хочет делать, ну, немножко сужать рукав, можете вязать просто по прямой. И вот в этом месте, когда вы перейдете на манжет, вот это мы будем вязать до манжета, а здесь 4 сантиметра, это манжетка, да, резинка. Вы можете вязать по прямой, вот условно, по прямой до манжета. И здесь при переходе на резинку 1 на 1 вы сократите необходимое вам количество петель. Значит, если условно у меня здесь 64, то вот здесь я хочу, чтобы у меня было 42 петли. Я посчитала по моей плотности вязания 64. Значит, вот эти 22 петли вы можете сократить вот здесь при переходе на вязание резинки. У вас будет такой как бы немножко присобранный рукав внизу. Если вы хотите, чтобы рукав был постепенно сужался, то вы будете, мы будем сейчас здесь потихонечку убирать количество петель и придем к низу уже к 42 петлям сразу. Поэтому вы выбираете. Я буду рассказывать так, как делала я постепенно сокращала. Значит, что нам для этого нужно? Значит, у нас был размер, если вы помните, значит, длина рукава от горловины, то есть от начала, вот от этого места по плечу и до конца рукава, включая манжет. Этот размер у меня 55 сантиметров. Вот он. Я и пишу. У меня вот весь мой рукав 55 сантиметров. Начиная от сюда, от конца манжета до верха, включая плечо. Вот это у меня 55 сантиметров, да? Значит, дальше мы сейчас посмотрим, сколько мы уже связали. Вот, включая плечико. И вот уже рукавчик, сколько мы связали. Вот уже 15 сантиметров я провязала. Значит, я пишу здесь сверху. Значит, я уже 15 сантиметров провязала. На манжетке у меня 4 сантиметра. Значит, беру общая длина рукава 55, отнимаю 15, которые я уже провязала, отнимаю 4, то, что у меня будет манжетка, и у меня получается 36 сантиметров. Значит, сейчас от этого места, где мы с вами находимся, до манжеты нам надо провязать вот 36 сантиметров. Вот вы высчитаете себе вот это расстояние, которое вам осталось провязать. Теперь дальше. Здесь у меня сверху 64 петли. Здесь внизу, значит, охват запястья примерно 15 сантиметров, но это без припусков на свободное облегание. Я возьму 20 сантиметров. 20 сантиметров при моей плотности вязания это 42 петли. Значит, здесь у меня внизу 42 петли. Наверху 64, внизу должно будет быть 42. Вот я пишу. Значит, 64 петли. Отнимаю 42 петли. И у меня остается 22 петли. Значит, я буду сокращать, ну, примерно 5 раз. Нет, неправильно. Я буду сокращать в каждом моем ряду, где я буду делать сокращение, я буду сокращать 4 петли. То есть по 2 петли с каждой стороны. Значит, минус 2 и минус 2. То есть за раз я буду сокращать 4 петли. Вот 22 я делю на 4 и получается, значит, я буду это делать 5 раз. Значит, 5 раз по 4 петли я сокращу 20. И в итоге у меня здесь внизу будет 44 петли. Но это не принципиально, да, потом резинка это все немножко присоберет. Значит, нам надо сократить 5 раз по 2 петли с каждой стороны, то есть по 4 петли. Значит, вот этот 36 сантиметров я сейчас разделю на 6. Причем на 6 я объясню, потому что я буду делать не сейчас, не сразу же буду сокращение. Я провяжу какой-то участочек, сокращу. Еще. Значит, вот таких участков у меня должно быть 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 участков. И в начале каждого участка я буду
сокращать? В начале первого. То есть в начале второго раз, в начале третьего 2, в начале четвертого 3, в начале пятого 4 и в начале шестого 5. Значит, я сокращу 5 раз. Значит, вот эти участки 36 я делю на 6, потому что у меня 6 участков, 36 сантиметров. Я делю на 6, у меня получается примерно 6 сантиметров. Значит, вот этот каждый мой участочек 6 сантиметров. И что мы начинаем делать? Мы сейчас вяжем опять, продолжаем вязать. Вяжите и смотрите, вот у вас будет 6 сантиметров, посчитайте, сколько рядов у вас. Вот вы вяжите и считаете. Вот я считала, что примерно вот 6 сантиметров это мои вот эти, ну, условно, вот эти мои 3 полосы, даже меньше получается. Поэтому я сразу возьму сейчас вот 3 полосы, я сокращаю 3 полосы и буду убирать. Так проще, да? Значит, я для себя посчитала. Вот мой первый участок. Я провяжу опять зеленую полосу. Сейчас я начну. Потом белую полосу и серую полосу. Это у меня будет один участок. Первый. И в начале второго участка я буду сокращать по 2 петли с каждой стороны. И так я сделаю 5 раз. И когда вы подойдете, вот я подошла к 5-му моему сокращению, я посмотрела, что мне дальше вязать уже не надо. Я просто сократила, провязала зеленую полосу и белую. И серую мне уже не понадобилось. Да? Вы тоже контролируете длину своего рукава, чтобы не получился он очень длинный. Можете даже в процессе, смотрите, если у вас считается, что у вас достаточно уже длины, вы можете раньше остановиться. И потом вот эти несокращенные петельки, просто при переходе на резинку, вы их потом сократите. Вот. Значит, понятно. Значит, сейчас нам надо вязать наш рукав до резинки, постепенно сокращая. Как мы будем сокращать? Сокращение происходит очень просто. Я сейчас покажу просто вот на примере вот этого ряда. Ну, потом я распущу дальше, буду сама. Значит, будем сокращать так. Мы провязываем 2 лицевых. Мы сокращать будем в первом ряду каждого раппорта, там только лицевые, поэтому очень просто. В начале ряда мы будем сокращать 3 петли вместе с наклоном вправо, то есть мы вот 3 петли перенесем, поменяем у них стеночки и провяжем 3 петли вместе с наклоном влево. Это в начале ряда. А в конце ряда мы будем делать с наклоном вправо, просто 3 петельки провязывать вместе. Здесь ничего сложного нету, да? Значит, мы сейчас продолжаем с вами работать. Вяжем наш рукав до манжетки. И потом мы с вами встретим, потому что при переходе на манжетку мы уже будем вязать с вами по кругу. Так будет лучше, чтобы потом вот этот шов на резиночке, вот здесь вот, и вот не было видно. Вот сама манжетка у нас будет связана по кругу. А отсюда мы начнем потом сшивать. Да? Значит, понятно. Мы сейчас вяжем наш рукав по длине до манжеты. И вы смотрите, или вы будете сокращать постепенно рукав, сужать его, или вяжите по прямой и потом просто перейдете на манжетку. Так что вот так. Давайте будем продолжать работать. Ну вот смотрите, второй рукав я тоже довязала. Вот как это у меня все выглядит. Да, он еще не сшитый. Значит, у меня получается... Так получилось на первом рукаве, и на втором, естественно, будет симметрично. Вот посмотрите, у меня идет как бы зеленая, белая полоса, и по идее должна быть серая полоса. Но длины рукава мне хватило, поэтому я буду сразу начинать делать резинку. И думаю, что это вот, посмотрите, как на этом рукаве, это ничего страшного, как бы нету серого цвета, но этого не видно, я думаю. И поэтому, если у вас тоже что-то такое получается по цветам немножко не хватает, вы не переживайте, потому что, ну, как бы довольно пестрый получается изделие, и вот этого нехватки одного цвета не будет видно. Так, теперь, значит, я подошла к резинке, мне ничего сужать больше не надо. Если кто-то вязал прямо, значит, в этом ряду, сейчас в первом переходе на резинку, вы сократите то количество петель, которое вам необходимо. То есть равномерно провязываете по 2 петельки вместе, и у вас на протяжении всего круга сократится. Итак, сейчас мы переходим на вязание резинки. И резинку мы будем вязать
по кругу. Значит, как я делаю? Вот я вытаскиваю спицу. Здесь посередине вытаскиваю леску, чтобы вязать как бы способом Magic Loop, да? И буду начинать вязать. Вот я беру свою зеленую ниточку. Я еще ее не оборвала. Все остальные нитки у меня уже я их обрезала, да? Цветные я имела в виду, вот и белая, и беж, серую я обрезала. Теперь я протягиваю свою зеленую ниточку и начинаем вязать резинку 1 на 1. Для этого что мы делаем? Вот первую кромочная и следующая петля, вот их я провяжу вместе, чтобы убрать кромочную. Она пойдет у нас потом в шов. Значит, я провязываю первую петлю вместе с кромочной лицевой. Дальше все по плану. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Итак, я сейчас провяжу до конца ряда. И в конце ряда вы тоже провяжите последнюю петельку. Вот она будет у вас, должна быть изнаночной. Последняя изнаночная вместе с... Вот последняя должна быть у вас изнаночной. Прожить ее вместе с кромочной, изнаночной петлей. Да? Давайте сейчас вот этот ряд мы с вами провяжем и потом встретимся. Вот я подошла к концу ряда. Вот видите, у меня следующая должна быть изнаночная. Я ее провязываю изнаночной вместе с кромочной. Изнаночной петлей. Обыкновенной, не бабушкин способ, обыкновенно, да? Значит, дальше мы продолжаем вязать наш ряд. Значит, я вытаскиваю теперь спицу здесь. Эту так, беру свою нитку. Вот мы эти две половинки рукава, все-таки очень близко, 2 половинки рукава, вот я их соединила, вытаскиваю эту спицу и продолжаю вязать. Опять у меня идет резинка, лицевая первая петля, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Итак, мы теперь вяжем нашу резиночку на рукаве на ту высоту, какую вам нужно по длине рукава, или какую вы для себя определили. Вяжем ее по кругу. Вот, значит, получится вот такая резинка, она по кругу. Потом вы закроете край резинки таким же способом, как вы закрывали. Нет, вы так не закрывали. Значит, я вам сейчас расскажу, как мы и будем закрыть. Тогда я сейчас провяжу резинку и покажу. Я перепутала другое изделие. Значит, сейчас мы довяжем с вами резинку и встретимся. Я покажу, как я закрываю край резинки. Если вам такой край не подходит, вы выберете свой способ, который у вас любимый. Да? Давайте сейчас провяжем резинку на высоту. Ну вот я вторую резиночку довязала, и сейчас вам покажу, как я закрываю петли, а вы как хотите, или воспользуйтесь этим способом, или выбирайте свой. Значит, я провязываю первую, у меня лицевая, потом идет изнаночная. Я делаю накид вот как бы на себя, вот под нитку и на себя. Провязываю изнаночную, протаскиваю ее через вот этот накид и потом через первую. Теперь у меня лицевая. Я делаю накид от себя. Спицу ввожу, провязываю лицевую, завожу сзади, подхватываю этот накид и протягиваю петлю через накид. И потом через первую. Теперь изнаночная, опять накид на себя. Изнаночная. Протягиваю ее через накид и через первую. Лицевая, опять накид от себя. Лицевая. Захожу сзади, подхватываю этот накид, протягиваю через нее петельку и через первую. Итак, закрывайте сейчас все петли, я тоже их закрою, и потом встретимся. Ну вот я закрыла все петли. Вот у меня еще ниточка, я ее не оборвала. И вот этот хвостик, я его делаю подлиннее. Его будем использовать для сшивания шва рукава. Значит, вот я его подлиннее вытащила, теперь можно обрезать. Вот у меня получился
такой хвостик, да. Значит, что я делаю? Я сейчас возьму иголочку. И ставлю этот хвостик в иголочку. И теперь вот здесь, видите, у нас как бы немножко не закреплено. Я вот так закрою, чтобы у нас соединился круг. Ну, как-нибудь произвольно, да, тут нет никаких правил, просто вот так вот вы закрыли и не видно, да. Теперь что я делаю? Я вывожу ниточку на изнанку, выворачиваю манжет и вот ищу косичку, и вот по этой косичке вот так каждый стежочек, чтобы ее не обрывать, я опущу. Так, это будет не видно, да? Я ее опущу до того места, где нам надо будет начинать шов. Так, вы поняли. Вы то же самое сделаете сейчас. И вот в этом месте мы с вами встретимся. Ну вот, смотрите, нитка, значит, у меня вот сейчас вот как бы на этой стороне. Я ищу кромочную, первую кромочную белую. Вот она у меня. Кромочная, обе половинки как бы кромочной надо захватить. Вот я захожу в кромочную сверху и выхожу в следующую кромочную снизу. В общем, перехват, вот эта перепоночка между кромочными. Вот я их захватила. Еще теперь иду на ту сторону. Здесь вот белая первая кромочная. Тоже я захожу сверху и снизу выхожу в другую. Тоже захватывайте обе половинки кромочные. Затягиваем. Теперь смотрю здесь. Вот эта кромочная, куда я уже выходила. Видите? Теперь опять сверху и снизу захожу в следующую. В общем, каждую кромочную мы должны по 2 раза. Вот здесь я заходила, я вижу. Вот я опять в нее. И из следующей кромочной я выхожу. Теперь здесь смотрю. Вот где я уже заходила в нее и снизу выхожу в следующую кромочную. И вот так мы делаем все с вами по каждую кромочную. Так мы будем затягивать. Если все так аккуратненько вы сделаете, у вас получится точно такой же шов, как у меня получился вот на первом рукаве. Сейчас я вам покажу. Вот так вот будет, да? Вот этот шов, его в принципе и не видно, да? Значит, сейчас вы дошиваете вот этот шов, рукав, потом соединяете, продолжаете просто его ввести перед со спинкой, да? И вы когда будете сшивать, вот эти ниточки не затрагиваете, да? Их просто опускайте вниз и используйте только кромочные нитки. Значит, если вам не хватит этой ниточки, которую мы с вами оставили от рукава, здесь по низу у спинки у меня тоже еще есть хвостик. Вот потом можно эту ниточку закрепить и начинать с этой стороны использовать уже вот этот хвостик. После того, как вы сошьете шов, вам надо будет убрать вот эти нитки, которые у нас болтаются, да, и вот посмотрите, как я их делала. Значит, вот это у меня шов, который я сшивала. Значит, нитки с одной стороны, с другой их нет, потому что на каждом половинке мы только с одной стороны протягивали ниточки. И вот эти нитки аккуратненько просто их так как бы приложила к кромочной и вот таким швом просто подтянула, чтобы они не болтались. И тогда вот так вот получается, да. Не знаю, как вы решите, красиво или некрасиво. Во всяком случае, эти ниточки не будут мешать при стирке и не будут мешать, когда одеваешь изделие. Значит, после этого вы сделаете, уберите вот так вот ниточки. И можно еще, что я хотела сказать, можно, в принципе, кто хочет вот этот шов не дошивать до конца, можно здесь оставить разрез. И тогда у вас получится вот внизу, к боковому шву, вот таких 2 разреза, да, вот как бы. Ну, это при желании, да. Значит, сейчас вы заканчиваете этот шов, я закончу, а может не закончу, и мы перейдем к капюшону.
Ну все, давайте переходим к капюшону, да. Это для тех, кто хочет капюшон. Значит, еще отступление. Кто не хочет вязать капюшон, здесь можно горловинку просто обвязать. Вы также наберите петли. Только для капюшона мы будем площадку оставлять посередине. А вы можете по кругу просто набрать петли. Ну, тогда лучше начинать где-то вот здесь сзади, по плечевому шву, набрать петли, провязать, условно, можно резинка 1 на 1 и край закрыть. И тогда у вас будет просто джемпер с круглой горловинкой. Да? Вот. Но это для тех, кто не хочет вязать капюшон. Для тех, кто хочет вязать капюшон, мы с вами продолжим. Вспоминайте, мы когда закрывали горловину переда, мы здесь впереди оставляли вот такую площадочку. У каждого это свое количество петель, но тем не менее вот ровная площадка. Потом я закрывала 2 раза, то есть 4 раза по 2 петли в одну сторону и в другую сторону. Вот я сейчас нахожу вот эту площадку, беру свою ниточку. И мы сейчас будем набирать петельки. Петли можно набирать как спицами, если кому удобно. Кому неудобно, может взять крючок и набирать крючком. Значит, вот конец моей площадки. И я отступлю 1-2 петли здесь ближе к центру. И когда я буду заканчивать, я тоже продвинусь еще на 2 петельки, чтобы вот это был чуть-чуть на 4 петли, был поменьше. Потому что здесь мы потом к капюшону будем привязывать, обвязывать верх капюшона. Это вот как бы туннель для шнурка. И потом вот эта штучка, туннель, вот к этому месту пришьется и закроется. Да? Значит, мы начинаем вот у меня 1-2 петли. Вот я ввожу сюда крючок и начинаю набор петель. Вот раз, в кромочный, да, то, что мы закрывали. Значит, вторая не очень получилась. Ну вот, как бы сейчас мы продолжим аккуратненько. Вот 1 петля, 2 петля, 3 в кромочную. Теперь я могу маркер убрать, он мне уже не нужен здесь. И мы продолжаем. Еще одна. Еще одна. Здесь, если где-то у вас получается, вот может большие дырки, можно спуститься на ряд ниже. Но я думаю, что пока хорошо у меня идет. Потому что это мы набираем петли, как мы будем вязать капюшон. Еще одна. Итак, продолжаем по кругу. Единственное, что я сделала, я вот на спинке нашла тоже середину. Это чтобы проконтролировать, вот с правой стороны мы наберем количество петель, и потом такое же количество петель должно быть у нас и слева, чтобы у нас было симметрично наш набор петель. Да? Значит, вот сейчас я набираю петли до маркера, я записываю сколько, и столько же я должна набрать на второй половинке. Давайте вот сейчас мы наберем эти петельки. Вот я набрала петли, у меня получилось, значит, с одной стороны 43 и 1 центровая по спинке. Значит, у меня всего получилось 87 петель. Значит, мы теперь развернемся, и второй ряд, ну это если это считать первым, да, второй ряд мы провяжем все изнаночными, и с первых петель будем делать кромочные. Еще я забыла сказать, что я, значит, капюшон буду вязать, но это логично, из основного цвета, да, который я использую как основной. И капюшон буду вязать все лицевой гладью. Значит, второй ряд мы будем сейчас вязать с изнаночной стороны, поэтому он у нас будет изнаночными. И вязать будем, используя способ Magic Loop. Да? Значит, вот первую я пока просто сниму, а дальше я буду делать из нее кромочную. Значит, сейчас мы вяжем вот этот ряд в обратную сторону с изнаночной стороны в начало. Да? Вот я провязываю все петельки изнаночными. Давайте мы эту работу сейчас сделаем, и потом опять с вами встретимся. Так, я провязала. Значит, мы первый ряд считаем тот, что мы набирали петли, второй ряд я провязала по изнанке изнаночными. Теперь, значит, что я еще сделала? Вот я от начала ряда, не считая кромочные, 1, 2, 3, 4 петли повесила маркер. И еще 1, 2, 3, 4 повесила второй маркер. То же самое с этой стороны, не считая кромочные. 1, 2, 3, 4 маркер. И 1, 2, 3, 4 тоже маркер.
Для чего эти маркеры? Мы сейчас с вами провяжем 4 ряда, то есть мы сделаем 2 разворота. Вот чтобы в этом месте, где у нас капюшон, так как у нас здесь горловина, чтобы вот это место не тянуло, да, немножко капюшон здесь должен быть подлиннее, чем он по спинке. Ну, я так думаю. Мне кажется, так будет хорошо. И поэтому я предлагаю вам сделать то же самое. И теперь, значит, как мы это будем делать? Значит, я опять вытягиваю мою спицу, беру ниточку, и мы начинаем вязать. Значит, я вяжу кромочную, я снимаю, вяжу 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Убираю маркер, вхожу на ряд ниже, лицевую петлю, провязываю ее и одеваю назад на спицу. Теперь мы поворачиваемся и вяжем в обратном направлении вот эти наши 5 петель. 5 изнаночными уже, да? 1, 2, 3, 4 и кромочная. Так, это мы сделали 1 раз, развернулись. Теперь мы 2 раз развернемся. Опять мы вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4. Вот эта двойная петля, ее провязываю как одну. 5, 6, 7, 8. Убираю маркер. Опять ввожу на ряд ниже, вытаскиваю лицевую, одеваю ее назад на спицы, поворачиваемся и возвращаемся. 1, 2, вяжем уже изнаночными петлями. И кромочная. Все. Вот с этой стороны мы с вами провязали. Вот видите, получилось немножко, вот как бы капюшон будет, вот этот кусочек, он будет, ну, лучше лежать, мне так кажется. И вот если по рисунку, если будет так видно, я лучше объясню. Значит, вот у нас был первый ряд, мы набрали петли, вернулись, связали изнаночными. Это 2 ряд. Сейчас мы провязали 3 ряд до 1 маркера, 4 вернулись. 5 мы провязали до 2 маркера, 6 мы вернулись. Сейчас мы вяжем 7 ряд полностью, да, до конца. Это с этой стороны это будет 7 ряд, да. Здесь он будет только 3. Значит, мы сейчас вяжем до конца лицевыми. Не обращайте внимания пока на маркер, мы их просто перенесем и довяжем ряд до конца лицевыми петлями. Давайте сейчас вот это проделаем. Вот сейчас я начну вязать. Кромочную я снимаю и вяжу вот этот ряд до конца. Там, где у нас 2 вот эта петелька появилась, где мы разворачиваемся, мы ее провязываем как одну. Все, давайте мы сейчас этот ряд довяжем и потом опять продолжим. Ну вот смотрите, этот ряд я довязала до конца, и здесь у меня получается по этой стороне, да, он 3. Вот я дошла до конца, это у меня 3 ряд. Теперь по изнаночной стороне 4 ряд мы повернемся сейчас и будем вязать до 1 маркера. Вот смотрите, я поворачиваюсь, беру спицу. И, значит, мы вяжем кромочную, я снимаю. Мы вяжем изнаночным, потому что это у нас по изнаночному ряду. Вот мы дошли до 1 маркера. Мы его убираем. И теперь мы будем разворачиваться в изнаночной части нашего изделия. Поэтому я ввожу на петлю ниже в изнаночной и провязываю ее изнаночной. И одеваю назад. Теперь мы можем повернуться. И мы вяжем сейчас 5 ряд. Теперь, да, вот мы 4 ряд довязали до маркера, и мы возвращаемся. Это у нас 5 ряд. Вяжем его до конца. И кромочная.
теперь мы вяжем, у нас будет 6-й ряд с этой стороны, да? Опять мы вяжем вот 6-й ряд до 2-го маркера. Это у нас 6-й ряд. Так, кромочную я снимаю, вяжу изнаночными. 1, 2, 3, 4. Вот двойная петля, мы ее вяжем тоже как одну, изнаночной. 1, 2, 3, 4. Вот мы дошли до 2-го маркера, мы его снимаем. И опять мы должны развернуться. Я ввожу на ряд ниже изнаночной петлей и одеваю ее назад. Теперь мы поворачиваемся. И это у нас поворот будет 7-й ряд. Видите, 7-й. Вот мы сейчас шли 7-й. Сейчас мы довяжем до конца. Вот это наш 7-й ряд. Лицевыми петлями. Так мы вяжем по лицу. И кромочная. Все, мы связали 7-й ряд. И там, и там. Вот видите, у нас с обоих сторон немножко вот получился, вот здесь в начале капюшончик будет повыше. И теперь мы разворачиваемся и вяжем весь наш ряд теперь уже до конца. Вот мы сейчас находимся здесь, и в обратную сторону по изнанке изнаночными петлями мы вяжем до конца, и это у нас будет 8-й ряд. И вот смотрите, здесь у нас 8 рядов, и сюда мы придем, это тоже будет 8-й ряд. Вот давайте сейчас вот этот ряд закончим по изнанке изнаночными, и потом продолжим. Вот этот ряд я довязала. Ну, теперь видно, что у меня получилось. Теперь что мы делаем дальше? Значит, капюшон у меня будет, вот скажем, сзади он такой формы. Здесь будет такая полоса идти вот по кругу. Это боковушки. И там 2-я боковушка. Значит, посередине на спинке вот должна быть вот эта прямая полоса, которая будет идти по всей голове. И мы должны определиться, сколько мы хотим вот эту полосу. Ну, примерно, я думаю, 10 сантиметров для ребенка красиво. Значит, я вот нашла по спинке середину, там, где вот у меня была середина спинки, и от нее, от середины, в каждую сторону отложила 10 петель, по 10 петель. И, в общем, в итоге у меня получилось 21 петля, 10, 10 и центровая. Вы как хотите, вот вы определите вот это расстояние, как вы хотите, сколько вы хотите. Можно узкую полоску делать, можно пошире. Ну, вот у меня она 10 сантиметров, я буду делать 10 сантиметров. Теперь дальше. Значит, у меня количество петель здесь 87 сейчас на спицах. По моей плотности вязания это соответствует 41 сантиметру. Вот я посчитала, 87 петель на плотность 41 сантиметр. И 41 сантиметр это, конечно, очень мало для головки, да, капюшон не хватит, чтобы закрыть всю голову. Это окружность головы в этом возрасте, ну, примерно, может, 52-54 сантиметра, чтобы капюшон лежал свободно. И вот эти сантиметры составляют 114 петель. Значит, у меня 114 петель минус 87, это надо добавить еще 28 петель. И так как я буду добавлять симметрично с каждой стороны от этой полосы, значит, по одной петли с каждой стороны, я буду добавлять 2 петли сразу. И мне надо будет сделать 14 раз эти добавки. Значит, вы рассчитайте сами, можно чуть побольше, это не страшно. Если капюшон будет пошире, это не так страшно, если он будет маленький и вас не влезет. Мы можем, сейчас вот я провяжу эти 14 раз, добавлю, посмотрю, может еще немножко добавлю. Но принцип вы поняли, и я вам сейчас покажу, как мы это будем делать. Значит, вы тоже повесьте себе маркер, где вы будете добавлять. И прибавки мы будем делать в лицевом ряду. Значит, я вытаскиваю сейчас спицу, и мы начнем с вами вязать. Вот лицевой ряд. Значит, кромочную я снимаю и просто вяжу лицевыми петлями до первого маркера, где я определила, что у меня будет начинаться вот эта полосочка, да? И прибавки мы будем делать слева и справа от этой полосы, как мы договорились, в лицевых рядах. Можно вот записывать, да, вот первый лицевой ряд я связала, сделала добавки
записала, что у меня 2 петли прибавилось. И так дальше, пока я не получу вот мое расчетное количество петель, а потом посмотрю, может придется и еще добавить. Значит, я вам просто сейчас покажу, как мы будем делать эти прибавки, а потом будем вязать самостоятельно вот на эту высоту. Вот мы подходим, вот тут у меня маркер, и петля, которая перед маркером, я ее провязываю, снимаю и на ряд ниже одеваю назад и провязываю еще одну петлю. Значит, это из петли, которая перед маркером. Дальше маркер я переснимаю, вяжу дальше. До следующего маркера. Значит, голубой маркер, это у меня показывает центр моей площадки. Так, продолжаем. Да, значит, вот у меня маркер. Я довязала до маркера. Его провязала. Петлю после маркера я провязываю. И здесь опять на ряд ниже подбираю петельку и еще добавляю. Вот мы добавили с вами 2 петли. Значит, перед маркером и после маркера. Это у нас первый ряд. Значит, я отмечаю, значит, первый ряд плюс 2 петли я сделала. Когда я его довяжу до конца, я перечеркну. Потом я буду вязать второй ряд по изнаночной, я опять ее перечеркну. В третьем я опять буду делать прибавки, да? Значит, вы поняли, да? Я сейчас довязываю этот ряд до конца. Потом по изнаночной стороне мы ничего не делаем, просто вяжем изнаночными петлями. В третий ряд опять лицевыми петлями мы опять будем делать прибавки. И так я сделаю 14 раз. Вот раз, сейчас буду делать второй раз и сделаю 14 раз. После того, как я это все сделаю, мы опять с вами встретимся. Ну вот, смотрите, что у меня получилось, да? Я вам говорила, что я буду прибавлять 14 раз, и потом, может, еще, но я прибавила 10, по 10 петель с каждой стороны, и я решила, что этого достаточно, да? Потому что ширина капюшона у меня получилась здесь вот где-то 46-47, это половинка, да? Плюс еще будет обвязка вот здесь по краю, ну, по 1,5 сантиметра с каждой стороны. И я решила, что этого достаточно, да. Поэтому вы смотрите сами, да, чтобы не очень широкий, ну, как бы, ну, не знаю. Я посчитала, что так будет нормально. Вот я прекратила делать прибавки, видно, и начала вязать по прямой. Просто по прямой. И по прямой я связала на высоту. Вот сейчас у меня вот высота моего капюшона 23 сантиметра, да. Этого, я думаю, достаточно. Теперь что мы будем делать дальше? Значит, вот смотрите, вот капюшон. Мы довязали 23 сантиметра. Вот здесь. И теперь я хочу, чтобы вот эта немножко, боковая часть немножко шла вот как бы так, не скругление, а вот здесь вот на лбу, чтобы здесь была подлиннее часть, чем вот здесь. И для этого вот эти боковушки мы сейчас будем вязать укороченными рядами и немножко вот эту часть сделаем подлиннее, чем эту. Как мы это будем делать? Вот смотрите, у меня, значит, мои оранжевые маркеры, это моя полоска задняя, да. Я не знаю, сколько у вас, и не буду вас нагружать цифрами. Выделите оранжевыми ну, какими-то одинаковыми маркерами вот эту полоску, которая у вас идет сзади, где мы делали с вами вот прибавление, вот они 11. У меня-то 21 петля. Значит, выделите эти маркеры. Потом остаточную часть, которая вот боковушка у вас осталась, я ее разделила на 6 частей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И тоже повесила маркеры. И сейчас мы будем вязать с вами укороченными рядами. Сначала первую половинку, а потом перейдем ко второй половинке. И как мы это будем делать? Значит, смотрите. Вот мы пишем. Вот у меня здесь эта площадка.
посередине капюшона. Сейчас мы находимся в этом месте. И у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 участков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 участков. Значит, мы начинаем отсюда. У меня первый ряд вяжем до оранжевого маркера. До маркера, который вот здесь определяет мою заднюю вот эту полосочку. Вяжем просто так же, как мы вязали, до этого оранжевого маркера. Значит, просто лицевые петли. Все остальные маркеры мы пока просто переносим. И вот я уже подхожу к моему оранжевому маркеру. Я его убирать не буду, да, вот он у меня как бы есть, чтобы не путаться. Вот петля перед ним осталась, одна петля, да, вот я в нее вхожу на ряд ниже, вот видите, это лицевая петелька, я вхожу на ряд ниже, провязываю петельку и одеваю ее назад. Вот мы первый разворот сделали. Поворот, разворот, как хотите. Значит, мы развернулись и вяжем в обратном направлении до конца ряда. Ну вот смотрите, значит, мы провязали сейчас первый ряд в эту сторону, и второй ряд обратно, второй ряд. Теперь мы будем вязать третий ряд уже до следующего маркера. То есть на один участочек у нас будет короче. Это третий ряд. Сейчас вам один раз покажу, дальше вы сами сделаете, да? Сейчас мы вяжем теперь, это у нас третий ряд. Маркер переносим. И вот смотрите, я подхожу, значит, оранжевый маркер. Мы здесь один раз развернулись, и мы его оставили, чтобы знать, где наша площадка. Теперь мы подходим к этому маркеру перед оранжевым, да? И как мы сделаем, чтобы нам было удобно. Вот мы его снимаем, и в петлю за ним, которая была лицевая, я вяжу петельку и одеваю назад. И мы поворачиваемся. Это мы связали третий ряд. Теперь будем вязать четвертый ряд назад. Потом вы свяжете пятый ряд до этого маркера, шестой назад, седьмой до этого маркера, седьмой, восьмой назад, девятый до этого маркера, девятый, десятый назад и 11 до этого маркера и 12 ряд назад. В общем, свяжите вот так вот 12 рядов, каждый раз убирая по одному маркеру. Все, я провязала вот эти 12 рядов, и вот посмотрите, видно, что вот эта половинка вот как бы немножко так выше получается, да? Значит, что мы делаем теперь? Значит, вторая половинка после полоски посерединке мы опять делим на 6 частей и опять вешаем маркеры. Вот я это уже сделала. И сейчас мы вяжем 13 ряд. Вот он у меня отмечен отсюда, 13 ряд до конца. Полностью весь ряд лицевыми, да, ничего нигде не разворачиваемся. Вяжем 13 ряд до конца. И там, где у вас будут попадаться сдвоенные петельки, там, где мы разворачивались, да, вы эту петельку вяжите как одну. Вот она, вот следующая. Вот она у меня двойная, там, где мы разворачивались. Вот я ее провязываю как одну, чтобы у вас не возникало вопросов в этом моменте, да. Значит, продолжаю, я сейчас вяжу вот этот ряд до конца.
Ну вот, я довязала этот 13 ряд до конца. Сейчас мы развернемся и будем вязать по изнаночной стороне. Но вот для этой половинки, для второй, этот ряд, он первый, да? То, что вот мы здесь-то мы вязали, это у нас 13 здесь. А начиная вот площадку, от площадки у нас это первый ряд. Вы понимаете, да? Мы сейчас вязали только первый ряд. Сейчас мы повернемся и будем вязать по изнанке второй ряд до начала нашей площадки, то есть до моего оранжевого маркера. И будем на второй половинке мы будем разворачиваться по изнанке. Сейчас мы вяжем, вот это сейчас будет второй ряд до оранжевого маркера. Это у меня обозначает начало моей сзади вот этой, ну, вот этой площадки по капюшону, да. Так, сейчас я довяжу до этого оранжевого маркера и покажу, как надо разворачиваться по изнаночной стороне. Ну вот, я подошла к оранжевому маркеру, и чтобы маркер мне не убирать, я сделаю разворот в петельке перед ним. Я вяжу на ряд ниже в изнаночную и провязываю изнаночной петлей. Одеваю ее обратно на левую спицу и могу повернуться. Так, это у нас будет второй ряд. Теперь мы здесь повернулись, вяжем назад третий. Теперь до следующего маркера третий, это будет четвертый. Пятый мы опять развернемся, пятый до конца ряда. Шестой ряд до следующего маркера. Так же, как мы делали в первой половинке, только мы здесь сделали по лицу, а в этой стороне мы все делаем по изнанке. Шестой. Седьмой мы вяжем до конца ряда. Седьмой. Восьмой до следующего маркера. Вот, восьмой. Разворачиваемся до конца ряда. Девятый. Десятый до следующего маркера. Разворачиваемся. 11, 12 до последнего маркера, и 13 мы развернемся. И вот у нас все связано, 13 рядов, да? Вы понимаете, 13 рядов у нас здесь было, и мы завершили, у нас здесь тоже точка 13 рядов. Вот давайте сейчас вот эти развороты сделаем по второй половинке. Вот и во второй половинке я все мои развороты сделала. Я сейчас нахожусь вот в этом месте. Мы провязали 13 ряд, закончим. И сейчас мы сделаем вот лицевой ряд по лицу, и по изнанке сейчас 14 ряд мы провяжем 14 ряд на ширину всего капюшона, да? Значит, отсюда мы сейчас начнем 14 ряд вот до конца. Это у нас будет 14. Сейчас давайте вот этот ряд сейчас провяжем по изнанке. И здесь вот во второй половинке, где у вас будут встречаться опять вот эти сдвоенные петельки, да, вы их вяжите в данном случае изнаночными петлями, ну, как одну. Вот сейчас я до первой такой сдвоенной петельки дойду, чтобы не быть голосным. Вот она у меня двойная петля, я ее провязываю как одну. Так, давайте сейчас вот этот 14 ряд с вами провяжем, и потом мы будем уже формировать полностью капюшон, будем закрывать нашу макушечку, или как крышку капюшона, как хотите ее назовите. Значит, мы сейчас вяжем 14 ряд до конца. Все, 14 ряд я довязала. Теперь я нахожусь по лицу, и мы будем сейчас вязать только вот эту серединку нашего капюшона, каждый раз прихватывая по одной петле от боковой части. Да, я вам покажу сейчас, как это делается, и вы продолжите сами. Значит, сейчас мы вяжем по лицу до не первого маркера, а до конца площадки. Да? Значит, все время прихватываем будем в конце этой площадочки, будем брать по одной петельки от боковых частей капюшона. Значит, сейчас я вяжу по лицу до
второго оранжевого маркера. Вот смотрите, я довязала до оранжевого маркера. И маркер, вот это последняя петля моей площадки. После маркера начинается уже боковушка. Значит, мы каждый раз последнюю петельку вот этого серединки капюшона с первой петлей боковушки будем провязывать вместе. Значит, вот для этого я уберу этот маркер, сейчас он мне не нужен. Вот у меня последняя петля боковушки, я меняю стеночку и провязываю вместе лицевой с первой петлей боковушки. И в следующий раз, когда вы будете опять здесь, вам будет видно вот опять вот эту петлю опять со следующей и так дальше, да? Сейчас мы разворачиваемся и в изнаночном ряду, значит, вот эту мы петельку, которую мы провязали вместе, я ее просто переснимаю, вяжу дальше изнаночными петлями до второго оранжевого маркера. Это опять граница нашей этой полоски по капюшону, которая идет по затылочной части. Значит, сейчас мы довяжем до и опять смотрите, маркер указывает, где у меня граница. Значит, вот это последняя петля моей площадки. Я сейчас уберу маркер и вот эту последнюю площадку, то есть последнюю петельку площадку с первой петлей боковой части я провяжу 2 вместе изнаночными, но бабушкиным способом. Вот, все, я их провязала вместе. Теперь опять можем повернуться и теперь по лицу. Опять первую мы снимаем, мы ее не провязываем, вяжем лицевые петли. Сейчас я покажу, вам будет видно сразу, где нам надо опять их провязывать 2 вместе. Поэтому маркеры нам уже в принципе не нужны. Ну вот, смотрите, вот эта петля, видно, что мы ее провязали 2 вместе. Вот опять я ее поменяю стенку и провяжу вместе со следующей боковой петлей. Все, можно опять повернуться. И то же самое по изнанке. Опять первую петлю мы не провязываем и вяжем все изнаночными. До следующего нашего разворота. Сейчас его тоже будет сразу видно, где это. Вот видите, вот сразу видно, вот эта петля, где мы вязали, вот здесь как бы промежуток. Опять мы ее провязываем со следующей петлей бокового части капюшона, но провязываем изнаночной бабушкиным способом. И опять поворачиваемся. И так каждый раз все время беря по одной петле, одну слева, одну справа, одну лево, одну справа. И вяжем до тех пор, пока у вас здесь на боковушках не останется по 2 петли. 2 здесь и 2 здесь. И петли серединки. Так что давайте вот сейчас вот эту работу проделаем. Ну вот я довязала уже вот эту полоску по верху капюшона до того места, как я сказала, чтобы осталось вот здесь у меня 2 петли осталось до полоски, и здесь то же самое, петля, которую я соединяла, и еще 2 петли. И вот последний шов, то есть последний ряд мы сделаем таким образом. Вот вы сейчас начинаем вязать опять вот, вяжем до конца ряда. И в конце ряда мы свяжем не 2 петли вместе, а мы свяжем их 3 петли вместе. Ну, как бы уже завершим формирование вот этой нашей полосочки. Почему 3, а не 2? Вы знаете, я один раз вязала, ну, как бы до конца дошла по одной, и у меня получилось, что вот эта часть
боковая, она как бы начинала выступать по отношению к этой полосочке. Поэтому я решила вот так попробовать, и получилось лучше. Вот видите, у меня сейчас вот эта петелька, и я провяжу 3 вместе. То есть 2 оставшиеся на спице и еще одна петелька. То же самое сделаю я в изнаночном ряду, да? Значит, я довяжу сейчас до конца. Подходим к концу вот этого изнаночного ряда. Вот это сейчас петля, с которой я со всеми соединяла. Я сейчас здесь провяжу тоже вот так вот 3 вместе. Все. Вот мы закончили наше формирование нашего, вот как бы закрытый наш капюшон. Вот так он получился. Естественно, после стирки это все разгладится. Я думаю, что с размером мы угадали. Что мы делаем дальше? Сейчас нам надо будет с вами обвязать капюшон, вот эту полосочку или кулиску, также куда мы будем вставлять шнурок. И начнем мы вот мы с самого низа, с первой кромочной, и обвязывать я буду не зеленой, а серой пряжей, да? Значит, вот эту зеленую ниточку я могу сейчас обрезать, она мне больше не нужна. И мы с вами берем серую нитку и начинаем набирать петли по краю вот капюшона, начиная от низа. Использовать будем эти же спицы. Вот видите, у меня как бы одна спица остается здесь, а вот этой, которая свободна, я начну набирать петли. Значит, я ищу первую кромочную, вот она у меня. В кромочной петельке будем набирать, да? И я набираю 1 петля, следующая кромочная 2. И очень важно кромочные захватывать за обе стенки кромочной петли. И вот так мы начинаем набирать наши петли. Сейчас мы наберем их до конца. И, естественно, надо будет их сосчитать, чтобы количество петель с одной стороны и с другой стороны у нас было одинаковое. Ну, смотрите, по одной стороне я набрала петельки уже, у меня получилось 39 петель, я это число записала. Теперь дальше мы продолжаем, вот эти петли, которые у нас на спице остались, мы их же продолжаем вязать дальше, просто лицевыми. Вот, и потом, после того, как вы эту полосочку свяжете все петли, да, вы начинаете набирать петли по второй половине капюшона из кромочных петель, точно так же продолжаете и считаете петли. У вас количество петель должно быть то же самое, что и на первой половине. Вот здесь у меня 39, значит, и здесь вот на второй половинке, я сейчас вот перехожу на вторую половинку, уже можно эту спицу вытащить, чтобы легче было работать. И на второй половинке мы также начинаем набирать петли вот в кромочную. Вот она, первая кромочная. 1, 2, 3, 4. В общем, набираете опять петли до конца капюшона, до последней. Вот до этой нашей серой перемычки, где мы закрывали петли. И, значит, здесь тоже должно быть 39. Вот я закончила набор, у меня получилось 39. Если где-то у вас не совпадает одна петля, можно или лишнюю сократить, или еще где-то промежутки подобрать. Но количество петель желательно, чтобы было одинаковое, да? Теперь мы разворачиваемся и вяжем в обратном направлении. Кромочную мы снимаем и вяжем просто изнаночными петлями вот этот второй ряд. Значит, вы закончите изнаночными второй ряд, потом лицевыми провяжите третий и изнаночными четвертый. И потом с вами встретимся.
Ну вот, смотрите, я провязала 4 ряда. Вот и наша кулиска. Сюда будем вставлять шнурок. И чтобы вставить шнурок, естественно, должно быть отверстие для этого, да. И вот в этом ряду, сейчас вот пропустите условно 1, 2, 3, 4. И 5-ю провяжите и закройте ее вместе с 6-й. И потом вяжите дальше. На обратном пути в этом месте сделайте накид. Я этого делать не буду, просто потому что я хочу попробовать вот поставить вот такую штуку для шнурка. В данном случае мне никакого отверстия не надо, я просто раздвину петельки, да, и потом поставлю в нужном месте. Значит, если у вас такой возможности нет, вы сейчас в этом ряду определитесь отверстие, где будет для шнурка, на одной и на другой стороне симметрично. И потом мы вяжем, продолжаем вязать нашу вот эту кулиску. Вот здесь вот у нас, мы когда посередине переда мы закрывали петли, вот я повесила маркер, где у нас ровно серединка. И вы понимаете, что вот середина, то есть не середина, а половина нашей кулиски сейчас должна дойти до маркера, и вторая половина будет с другой стороны, чтобы мы здесь красиво могли вот эти две части потом соединить. Значит, сейчас в этом ряду вы вяжете, делаете еще отверстие для шнурочка и вяжем еще, мы сейчас провязали 4 ряда, но еще, думаю, 4 точно провяжем, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, да? Давайте. Ну вот, 8 рядов кулиски я провязала, это половина. Значит, чтобы ее подвернуть, мне надо сейчас связать еще 8 рядов. Это вторая половинка кулиски, да? У вас тоже, не знаю, сколько у вас рядов, вы по своей плотности, но я думаю, что примерно то же самое. Вот как раз на мне вот половина кулиски, она дошла до маркера. Сейчас я свяжу еще 8 рядов, и потом мы ее будем соединять уже с капюшоном. Ну вот смотрите, я довязала свою кулиску, даже поставила вот эти, не знаю, как их правильно назвать, заклепки для шнурочка, да? И теперь нам остается закрепить вот эту кулиску. Вот так будем сейчас ее подгибать, вот вдвое, и имея крючок, нужен крючок обязательно, да, мы сейчас будем закреплять вот эту кулисочку с другой стороны. Но я сейчас вам покажу, да. Значит, смотрите, вот сзади у меня есть такая вот косичка, да, где мы набирали петли. Вот она получилась, кромочный ряд кромочных косичек. Здесь соединялось у меня 2 цвета. И я буду вводить крючок вот там, где у меня зеленый цвет, вот как бы кромочные были, и здесь серый идет. И на серых видно вот эти мои петли. Вот 1, 2, 3, 4, так. И мы должны ввести в каждую петлю. Вот я не считаю кромочной, да. Вот у меня кромочная, она как бы, я ее пока не беру. Я беру первую петлю, которая вот у меня на спице. Вот она у меня первая петля. И вот здесь вот внизу, вот в эту первую петельку я вхожу. И смотрю, где я выхожу на другой стороне. И вот на другой стороне желательно выходить за вот этой косичкой, чтобы она ушла внутрь. Вот видите, я вышла в другой стороне за косичку. Теперь я беру вот эту ниточку свою и вывожу ее на лицевую сторону. Вот она у меня, первая петелька есть. Теперь я ищу, это у меня была первая, теперь я ищу вторую петлю. Вот она у меня вторая. Я опять здесь ввожу крючок, здесь смотрю, чтобы он вышел за этой косичкой. Теперь беру вот эту свою ниточку, которую я закрепляю, вот она у меня серая, я одеваю ее как бы вот так поверх спицы. Теперь крючок ввожу, сразу 2 петли, вот эту кромочную я сразу убираю тоже вот в одну. Сейчас немножко подтяну. Вот как бы снизу, у меня потому что кромочная перевесилась почему-то. Вот так, так будет удобно. И вот я беру, ввожу в одну петельку, в кромочную, во вторую петельку, и вот эти 2 петельки я теперь вместе их провязываю. Вот я их провязала. Вот у меня провязано, и вывожу их на лицо.
У меня двойные все нитки, поэтому надо быть очень аккуратно, чтобы они ничего лишнего не захватывали. Вот у меня первая петля, а вот вторая. Здесь я что-то уже зеленого захватила. Вот у меня 2 петли теперь. Я вот эту вот вторую нет, что-то у меня здесь не получается. Аккуратненько вторую. Вот я вторую должна протянуть теперь через первую. Вот мы сделали. Смотрим следующая косичка. И вот эти 2 петли мы снимаем со спицы теперь. 2 петли, я сняла 3. Так, теперь мы смотрим следующую. Вот у нас следующая петля, которая у нас на спице. Я ее проверяю, где она. Вот она у меня. Я ввожу в нее. Вот она. Я ввожу в нее. Здесь проверяю, чтобы у меня было сзади за косичкой. Накидываю нитку на спицу. Ввожу крючок в петельку. Вот так. И протягиваю. Вот вы провязываю ее и вывожу ее на лицо. Здесь я ее опять, сзади можно снять эту петельку, да, и здесь я ее должна протянуть через ту петлю, которая у меня есть. Вот у нас такая должна вырисовываться здесь косичка. Значит, следующая петля, я проверяю, где она. Вот она у меня идет, 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 идет. Вот она. Я опять ввожу здесь. Смотрю сзади, чтобы она вышла за косичкой. Закидываю ниточку на спицу. Ввожу крючок в эту петельку. Захватываю ее. Вот я ее провязала. Ее можно снять. И аккуратненько ее... Вот я ее вытащила на лицо. И теперь ее можно протянуть через первую. Вот еще одна косичка. И так вот, видите, у нас здесь будет образовываться такая вот косичка. Зеленая я потом уберу. Значит, следующая петля. Опять я ее ищу. Где она у меня? Она мне вот. Здесь выхожу за косичкой. Накидываю петлю, то есть нитку на спицу. Ввожу крючок в петельку. Захватываю вот эту ниточку, вот я ее, то есть петлю, я ее провязала, могу спустить со спицы. И теперь я аккуратненько вытаскиваю эту петлю на лицо. Вот она. И потом ее же через первую. Вот, и дальше косичка у меня пошла. Итак, мы должны закрыть с вами все петли. Пока здесь у нас еще отверстие есть, да, мы его потом заделаем. Вот, и есть возможность... шнурок все равно я буду и в отверстие могу вставлять, и может проще будет здесь. Значит, сейчас мы должны вот так вот все петельки буквально по парам закрыть и соединить нашу кулиску. Вот смотрите, обвязку капюшона я закончила. Вот как она смотрится по лицу, вот так она смотрится по изнанке. Конечно, все эти хвостики нам еще надо заделать. Здесь вот мы дошли до этого места. Вот у меня здесь петелька еще, которую мы делали. Сейчас вот эту ниточку я обрежу подлиннее, да. И ей же мы будем сейчас вот эту часть сюда мы присоединим к серединке. И вот эту к серединке, да, чтобы вот эта площадка, где у нас вот маркер. Вот она ровненькая площадка. Вот эту часть кулиски мы пришьем здесь. Аккуратненько так потайными стежками. И вторую часть кулиски пришьем здесь. И они вот у нас здесь соединятся, да. Вот я уже даже вставила шнурочек у себя. Шнурочки вот я вязала. Сейчас покажу, как он вяжется. Я его связала. Это занимает время, конечно, но смотрится красиво. И на конце вот такой стопор. На шнурочке я сделала. Они продаются. Вот такой просто стопор. Так, вот эти, как вяжется, как закрывать здесь, вы же аккуратненько сами сделайте, я не буду это показывать. Просто иголочку с ниткой возьмите и аккуратненько здесь все подделайте. Все ниточки нам надо тоже еще запрятать. Так, теперь как вяжется шнурочек. Вот, вы набираете на спице, я его сейчас продолжу, я еще не закончила. Вот у меня здесь спица выпала. Значит, так, где моя вторая спица? Сейчас, секундочку.
Ну вот я нашла свою спицу, да. Вы набираете на спицу 3 петельки самым простым способом, да, и начинаете их вязать. Вот. Раз, два, три. И потом, не разворачиваясь, просто передвигаете спицу и опять начинаете сначала вязать. Опять. Раз. Два. Три. Опять передвигаете спицу и опять сначала. За счет этого у вас шнурок, он как бы закрывается, да, вот все время сзади ниточка, она стягивает этот шнурок, и он получается такой кругленький. Опять. Раз. Два. Три. И вот так вот вяжете на ту длину, которую вам надо. У меня, в принципе, уже достаточно. Я сейчас здесь закрою эти петли и одену второй стопор. И у меня второй шнурочек, то есть вторая половина шнурка тоже будет готова. Вот. И, в принципе, я хотела сначала еще делать здесь вот карман на этом худи. Но решила не делать. Он больше такой, как красивый джемпер с капюшоном получается, да, а не худи. Поэтому я думаю, что здесь вот этот кенгурятник, он немножко испортит. Но это мое мнение, да. Кто хочет, может просто еще сделать карман. Набрать вот здесь вот песельки, связать карман и закрыть его. То есть и пришить, да. Но это вот как вы хотите. Потом здесь вот я говорила, что можно так сделать, и я все-таки так и сделала, да. Я здесь сделала разрезы. Я не стала до конца сшивать, у меня по бокам разрезы. Ну вот, в принципе, и все, что у меня получилось. Ушло, наверное, где-то около 600 грамм у меня на этот джемпер. Осталось теперь, я все хвостики запрячу, ниточки все запрячу, постираю. И, в принципе, он будет готов. Вот. Если вам понравился, я буду очень рада, если вы будете вязать вместе со мной. И ваша внучка или дочка, племянница, кто хотит, как хотите, да. Я думаю, им понравится вот такое вот изделие. А на сегодня все. Наш большой проект закончен. До новых встреч. С вами была Светлана.